Мир вашему дому, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube канала. Хочу поделиться с вами рецептом приготовления слоеной, хрустящей, вкусной самсы. Для начала приготовим тесто. Для теста нам понадобится 300 мл воды, 500 грамм муки, 1 яйцо, 1 чайная ложка соли, я уже ее развел, добавил в воду, и на кончике на чайной ложке сода, я ее гасил, потому что нужно предварительно погасить соду крутым кипятком. Вот. Начинаем замес теста. Набиваем яйцо. И постепенно добавляем. Также нам понадобится для теста 75 грамм маргарина, 75 грамм сливочного масла. Вот так вот. Замешиваем тесто. Также пока всю муку не соберу в один клубок. Вот вся мука собралась в один клубок. Вот посмотрите, мягкое, нежное тесто. Убираем его в полиэтиленовый пакетик на 15-20 минут в холодильник. Дадим ему отдохнуть. Тем временем будем приступать к готовке фарша. Я взял 2 окорочка, обвалил, отделил мякоть от кости. У меня вышло вот мякоти, получается, чистой 350-400 грамм. Лука также 300-350 репчатого. Соль, перец по вкусу. По вашему желанию можно добавить и тыкву, и картофель. Картофель желательно предварительно отварить. Мясо птицы нарезаем кубиком. Лук мелко перерубаем ножом. Так вот, достали тесто. Делим на ровные 2 части. Также проминаем каждую. Вот 2 клубочка. Убираем на 10 минут. Еще отдохнуть тесто дадим 10 минут. Тем самым временем я уже лук нашинковал. Добавил сюда соли, перца по вкусу. Вот воды 100 грамм. Добавляем ее сюда. Хорошо проминаем, чтобы лук дал сок свой. Отлично проминаем. Уже даже запах пошел благодаря перцу, луку. Нарезанное мясо птицы сверху добавляем. Все снова перемешиваем. Все, фарш готов. Ждем 10 минут теста и будем приступать к лепке, катанию сочней. Вот достали тесто. Настало время раскатывать сочни. Присыпаем мукой. Делаем форму лепешечек. Так нам будет легче раскатывать большой сочный.
Так, ну примерно так. И все. Хорошо мукой. Вот уже почти докатываем первый сочень. Толщина, ну, 1,5 миллиметра достаточно. Вот еще раз. Вот, прокатали. Толщина равномерная. Убираем его в сторонку пока. Берем второй клубок и таким же образом будем раскатывать второй сочень. Так, вот, 2 сочно раскатали и промазываем заранее растопленный 75 грамм маргарина, 75 грамм сливочного масла. На ваше усмотрение можете кисточкой промазывать. Удобно. Нужно рукой. Все промажем, дадим минуту-две, масло схватится и будем укладывать поверх второй сочень и проделаем с ним то же самое. Тоже промажем его и дадим также 2 минуты схватиться. Вот так. Теперь ждем. Так, тесто подстыло, точнее масло схватилось на нем. Вот второй раскатанный сочень укладываем на него. Вот как-то так. Воздуха нету между ними. И повторяем то же самое, как с первым сочным. Промазываем. Выгоняем воздух между двумя сочнями. Вот, обильно промазываем. Дадим также схватиться маслу, потом свернем тесто в трубочку плотно и поставим в морозилку на час. Через час будем уже лепить самсу. Так, масло схватилось. Вот про что я говорил. Трубочку скатываем. Вот. Плотно получается. Края тоже помогайте нам. Вот так вот. Все,
Убираем в морозилку на час. Достали тесто, прошел час. Нарезаем его. Берем муку, переворачиваем, вот так вот ставим, прижимаем рукой. И раскатываем. Вот, посмотрите, узоры какие. Когда самса испечется, это и будут вот эти вот слои слоеного теста. Хрустящий, сочный. Легко катается. С помощью столовой ложки, неполной, без горочки, укладываем фарш. Залепливаем, как обычный вареник. Вот так вот. Теперь косичкой внахлёст от края до края укладываем на противень. На противне пергамент. Пергамент смазываем немножко растительным маслом. Так, давайте еще одну покажу. Вот. Защип делайте хороший, чтобы фарш не вытекал. Вот так вот еще раз пройдитесь. Вот, смотрите теперь. Не тороплюсь, показываю. Внахлёст чуть-чуть вперед. Шаг делаете, смотрите. Вот, тоже зажим плотный. Вот она. Укладываете. Заранее взбитое куриное яйцо, смешанное с молоком, с помощью кисточки смазываем. Можно обсыпать кунжутом, но у меня дети просят, чтобы я кунжут не добавлял, они его не любят. Выпекаем в духовке, заранее разогретой до 180, до 190, 35-40 минут. Ну, смотрите, потому что у каждого духовка работает по-своему. Если сильно уже зажарилась, тогда ставьте послабже температуру. 180-175. Вот, 35 минут прошли. Выпекал при температуре 180. Вот, чудесные самсушки. Узоры, вот, видно, что слоеные. Блестит, румяно. Давайте будем пробовать, посмотрим, что у нас получилось. Эту возьмем. Ух, какая горячая. Извиняюсь. Ножиком помогу, не могу, горячо. Ай, вы посмотрите. Вон, вы посмотрите, как. Во. Ах, смотрите, какая она. Смотрите, как хрустит. Какой запах. Не передать, конечно, через камеру. Вон, все в слое, смотрите. Слоеная какая. Ставим лайки. Не забывайте подписаться на мой канал. Приятного аппетита. Мир вашему дому.